Сегодня хочу рассказать вам о том, как правильно почистить кишечник. И прежде всего отвечу на вопрос, зачем вообще это делать. Дело в том, что за всю нашу жизнь мы употребляем очень много вредных или даже ядовитых веществ. Они приходят к нам через еду, через напитки и прочие вещи. Частично это все добро из организма выводится. Но есть такие гадости, которые остаются в организме навсегда. К 30 годам в среднем у человека накапливается до 10 килограммов шлаков. И около 80% из них как раз находятся в кишечнике. И, собственно, вот эти вот шлаки при разложении выделяют разные токсичные вещества. И вот они уже наносят вред здоровью. Отсюда появляются всякие болячки и проблемы. Поэтому хотя бы раз в год организм нужно чистить. И для этого есть разные методы, такие как клизмы, голодание, специальные диеты и многие другие. Но я сторонник того, чтобы делать это мягкими методами, которые не нанесут вред организму в свою очередь, потому что и такое тоже возможно. И сегодня хочу рассказать вам об одном средстве, которое точно не навредит, но кишечник почистит очень хорошо и мягко. И этот продукт – это семена льна. Это в принципе единственный продукт, 100 грамм которого способны обеспечить человека полноценным питанием на весь день. То есть в них находится достаточное количество полезных и питательных веществ, которые нужны для организма. Семена льна улучшают обмен веществ, выводят шлаки и токсины из организма, как раз то, что нам нужно. Улучшают моторику кишечника, восстанавливают водно-солевой баланс, регулируют жировой баланс тканей, уменьшают содержание холестерина, помогают при запорах и диарее и даже имеют сильное противораковое действие. Касательно чистки кишечника. Дело в том, что семена льна – это клетчатка. И вот когда мы ее употребляем, она разбухает и как бы выдавливает из организма, из кишечника все ненужное, всю гадость. При этом слизь аккуратно его обволакивает, то есть защищает. То есть, если мы будем использовать для очищения кишечника семена льна, то такая чистка пройдет без микротравм и безболезненно. При этом, у кого есть проблемы с лишним весом, лен как раз выводит продукты распада, которые способствуют набору килограммов. Поэтому при такой чистке у вас еще и уйдет жир с боков, с живота и с других мест, но уйдет мягко и безболезненно, в отличие от всяких жестких диет и прочих вещей. И сейчас я хочу дать вам два способа, с помощью которых можно провести эту чистку кишечника. Сразу хочу сказать вам, что она делается не за один день, не за один раз. Это курс, который нужно принимать в течение нескольких недель как минимум. Значит, смотрите, первый способ – это сделать льняной отвар. То есть нам нужно сделать такой отвар, который будет очень слизистым, как вы можете видеть сейчас на фотографии. Для этого нам нужно взять 2 чайных ложки семян льна и стакан воды, то есть примерно 250 мл. Семена вы заливаете водой и кипятите на огне около 10 минут. После этого они остывают, и такую смесь лучше всего пить перед сном на протяжении 2-3 недель. Эта жидкость может быть неприятной на вкус, поэтому можно заедать ее долькой лимона. За эти 3 недели кишечник будет очень мягко очищаться, из него будут выходить токсины, шлаки и все вредные вещества. Вы сами начнете чувствовать себя лучше, и самый приятный момент – начнет уходить лишний вес. Второй способ, с помощью которого можно очистить кишечник не менее эффективно, это принимать лен вместе с кефиром. Секрет этого сочетания в том, что оба ингредиента улучшают работу кишечника. Про лен я вам уже рассказала, а кефир вдобавок еще и насыщает пищеварительную систему полезными бактериями, которые помогают вырабатывать иммуноглобулин А и синтезируют полезные витамины. И внутри этого способа тоже есть несколько вариантов. Есть более простой и есть посложнее. Тот, что более простой, он употребляется обычно, если вы просто хотите
подправить здоровье, мягко почистить кишечник и так далее. Второй способ применяется именно в целях похудения. То есть если вы четко нацелились на похудение и вот начинаете эту программу. Я расскажу вам сейчас оба способа. Значит, смотрите, первый способ, о котором я вам говорила, он проще, чем второй. Здесь нужно просто жевать в чистом виде семена льна и запивать их кефиром. Только помните, что принимать в день можно не больше, чем 2 столовые ложки семян льна. Можно делать это вечером перед сном, а можно разделить это между приемами пищи. Перед каждым приемом пищи жевать немного семян льна и запивать его каким-то количеством кефира. Либо можно просто 1 чайную ложку семян бросить в стакан кефира, они немного разбухнут, и таким образом выпивать. Но есть и второй метод, который длится 4 недели. Это курс, и в течение этого курса нужно менять дозировку. Сейчас я вам расскажу, как это правильно делать. В этом методе нужно будет из льняных семечек сделать льняную муку. Делать это очень просто. Нужно перемолоть льняные семечки на кофемолке. Получится льняная мука. Теперь по неделям нужно в первую неделю 1 чайную ложку такой муки смешивать с кефиром 100 мл, ну это где-то полстакана. Вторую и третью неделю нужно добавлять 2 чайные ложки на 100 мл кефира. И в 4-ю неделю идем на понижение, добавляем снова 1 чайную ложку на 100 мл кефира, как и в первую неделю. Принимать это средство лучше всего с утра на пустой желудок. И лучше на время этого курса после 7 часов вечера ничего не есть. Ну и между основными приемами пищи можно также пить просто кефир. Ну и скажу вам по своему опыту, что после такого 4-недельного курса вы станете чувствовать себя намного лучше, вот прямо легче, вы будете летать. Такое ощущение будет, что вам хочется летать, что вы сбросили камень какой-то. Ну, на самом деле вы и буквально физически сбросите лишние килограммы. Улучшится состояние кожи, станут более крепкими волосы и ногти. Кожа будет прям буквально сиять. Ну и, как я уже сказала, уйдет лишний вес. Да, это то, чего больше всего многие из нас хотят. Но для этого вам не придется прибегать к каким-то сложным, жестким диетам. Так что обязательно рекомендую, попробуйте этот метод, хуже вам от него точно не станет, ну а положительный эффект вы ощутите сами на себе. И также рекомендую подписаться на мой канал, нажать колокольчик, чтобы вовремя видеть полезные истории, советы, лайфхаки, только проверенные на личном опыте.